Всем привет! Меня зовут Лера, и вы на канале Райс. В этой стране суп в ресторанах подается в 2-литровых тарелках, а национальным цветом является красный. Так о каком же государстве идет речь? Об этом вы узнаете в нашем сегодняшнем выпуске. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Дима. Здравствуйте. Ну и наш полюбившийся уже соведущий Юрий. Hola, ¿qué tal? Итак, Дима, рассказывай, что мы сегодня готовим. Сегодня мы готовим блюдо из Китая. На китайском языке называется данджао. Данджао. Это значит, что пельмени из яиц. Звучит аппетитно, пельмени из яиц. Итак, с чего мы начинаем? 鸡蛋、 Яйца, 淀粉、 крахмал, 大蒜、 чеснок, 肉馅儿、 свинина, 葱、 лук, 酱油、 соевый соус, 白醋、 уксус, 盐。 соль. Так, Дим, давай нам указания, мы будем помогать тебе сегодня готовить наши очаровательные пельмени. Я уже жду не дождусь. Ой, сначала яйцо. Ага. Одно? Нет. Так, сколько? Я думаю, 6. О, отлично. И заболтать, наверное, Да. А я что? А вы, Юрий, стойте и наслаждайтесь процессом. Дим, а у меня такой вопрос. Правда ли, что свое свободное время вы больше любите проводить в компании, ну, там, с друзьями, с семьей, нежели в одиночестве? Да, я часто в компании, но я люблю одиночество. Да, я думаю, в компании я общаюсь с друзьями и можно получить что-то нового. И когда в одиночестве я просто чувствую себя. Да. А я обратил внимание, что многие китайские студенты, которые вот у нас живут и учатся, они предпочитают больше общаться с китайцами, все-таки друг с другом, нет? Такое впечатление складывается. Я думаю, у нас китайцы есть одно впечатление. Мы китайцы, мы одна группа, мы общаем друг с другом, да. И я думаю, мы мало общаемся с русскими. Вы знаете, китайцы скромные люди. А тебе было сложно найти общий язык с русскими? Вот у тебя же есть русские друзья? Да, я думаю, чуть-чуть трудно. Трудно? Да, у нас китайцы интересовались музыкой, фильм и так далее. И я думаю, русские интересуются литературой, да. И, по-моему, я мало читаю книгу. Я не люблю читать книгу. К сожалению, с китайской культурой особо не знаком, вот. Я больше специализируюсь на японской культуре. Вот я знаю, что для японцев, например, в коммуникации очень важно, как о тебе думают все остальные. То есть, когда ты говоришь с человеком, важно не то, что ты думаешь, а то, как о тебе думают все окружающие люди. В Китае тоже есть такое? Да. Это тоже важно? Тоже есть. Когда мы будем делать что-то, мы всегда думаем об окружающих. Да, это очень важно. Я думаю, это популярная ситуация в мире. Русские не думают? Но мне кажется, мы все-таки, когда что-то делаем, мы особо не задумываемся о том, как о нас, хотя может быть, иногда мы и задумываемся, да, как о нас будут думать остальные. Да, но в целом мы более Да, мы просто делаем то, что нравится нам, и мы не думаем, что о нас подумают. Вот на самом-то деле я смотрю и понимаю, что вроде просто и при этом очень эстетично. Даже вот в таком виде у меня уже текут слюнки. Дим, а у меня такой вопрос. Какой из перечисленных продуктов тебе нравится больше всего? Мясные конфеты,
Б. Конфеты из муки. В. Сладкая копченая колбаса. И Г. Булочки с фасолью и горохом. Это все существует? Да, да. Представляете? Я думаю, конфеты из муки. Конфеты из муки. Мгм. В Китае есть такой, похож на торт, но не совсем торт. У нас есть, называется, на китайском языке называется су. Это значит Все. су. Я не знаю, как объяснить, но это очень вкусно. Если вы, если вы в Китае, обязательно попробовать. Подойти китайцу и сказать, я хочу су. Су. Лера, повторите. Су. Су. 身形还年长的张歇，依稀飘泊踉跄的孤舟。水灵灵，夜明明，似悠悠，何处是我恋得多情游？风嗖嗖，柳飘飘，雨前抖抖，令人长忆伤春的歌喉。平原春似他的钟声，像梦里的青桃吐扶手。身形还年少的张歇，依稀漂泊踉跄的孤舟。 Итак, друзья, вот как выглядят у нас, оказывается, китайские пельмени. Представляете? Тут еще мы смешали и чеснок, и лук, и уксус, и соевый соус. Боже Чем-то мой. похоже на наш омлет, я считаю, но с таким сочетанием как-то очень выглядит оригинально. Ну что, господа, давайте попробуем. Ну как? Прям так, да? Очень вкусно. Очень просто, вкусно. Да. Не чувствуется вообще никакой даже остринки. Наоборот, вот дополняется вкус этим соусом. Я не могу. Это полезнее, чем русские пельмени, потому что тут мы-то любители, так сказать, тесто навернуть, а вот тут у нас яйца. Слушай, Дим, а вот сейчас у нас такая предновогодняя пора. Что бы ты загадал своему Деду Морозу? Да, какое желание? Я хочу стать богатым. Да. И моя семья здоровья. И в работе мой баба и моя мама получают успех. И в душе изучаю русский язык. О, Да. Это все. замечательно. Да. Итак, ну, а теперь, друзья, давайте попрощаемся. Как у вас принято, Дим, рассказывай, как вы прощаетесь со своими друзьями? 谢谢大家的观看，本期视频到此结束，再见。Да, это все. Ну, Юрий, это был ваш вопрос, поэтому вот вы и повторяйте. Зачем паньоны? Отлично.